Всем привет! Снова я записываю видеообзор. Очередной заказ на наш это выжигатель пирограф Резак 2 в одном, профессиональный. Сейчас я это видео записываю специально еще для Александра, для заказчика с города Кунгур, это Пермский край. Сейчас продемонстрирую Александру его аппарат, его заказ, да. Включим, проверим, как работает, все объясню, все покажу. И заодно проведу небольшой обзорчик на этот аппарат. Расскажу, что у нас появился в нем нового. И все остальное. Так, что у нас? Аппарат остался тем же самым, да? Размер и вес у него тот же самый остался. Нового у него появился тут. Можно наблюдать, контролировать температуру, да, температуру перегрева трансформатора при работе. Потому что многие работают подолгу, режут на выжигателях, да, дерево выжигают. Иногда бывает он перегревается, да, и здесь защита стоит на 70 градусов на трансформаторе. И нужно контролировать, смотреть, чтобы не превышало 70 градусов. Именно это показание. Как только увидели, что приближается к 70 градусам, можете немного остановиться и подождать, пока немного остынет. Вентилятор обдувает, кулер постоянно, трансформатор. И если вдруг он перегреется, отключится, то вентилятор не отключается. И термометр тоже показывает температуру. Как только он остынет, градусов на 15, да, от 70 градусов, он опять включится, можно опять будет выжигать. Так, лучше не превышать, поэтому здесь поставил я встроенный термометр, да, электротермометр. Датчик тоже выведен на трансформаторе, на первичной обмотке. Будем беречь трансформатор, так скажем. Наш аппарат с регулировкой, с плавной регулировкой накала. И переключение на передней панели на пирограф и резак. Также здесь у нас две ручки для резака, для струны. Струна у нас длиной, вернее, проволока не хромовая, длиной до 70 сантиметров. Можно от 60 до 70, любой длины можно подключить. Да можно хотя бы хоть 50. Какая вам понравится длина для удобства. Просто если она будет короче, можно будет подубавить температуру, да, на этом регуляторе, чтобы проволока не перегорела быстро. Ручка для пирографа, да, писать это классический выжигатель пирограф. И здесь у нас располагается кнопка включения, да, на ручке, на самой рукоятке. И на резаке тоже на рукоятке присутствует кнопочка включения. То есть вы повыжигали, порезали, сразу тянуться никуда не нужно, на кнопочку нажали, на рукоятке все отключилось. Отключается только трансформатор, чтобы он не гудел, не нагревался лишний раз в холостую. А вентилятор, кулер продолжает остужать его, и термометр все показывает, температуру тоже. Отключается только, включается сам наш трансформатор этой кнопочкой. Так, по бокам у нас, как и всегда, намотка провода, да, чтобы для хранения, для удобства хранения наших ручек для резака и пирографа. Также здесь у нас есть это вентиляционные решетки для выхода теплого воздуха. На другой стороне то же самое. Так, на задней панели у нас расположен кулер, да, для охлаждения принудительного, да, нашего трансформатора, выжигателя. Также у нас здесь кнопка включения сеть, плавкий предохранитель. Он открывается нажатием и поворачиванием одновременно предохранителя, и он открывается. И разъем 220 для провода. Провод идет в комплекте, такой 220 вольт. Он подключается сюда, и можно будет работать. Так, корпус заземлен, используйте розетки с заземляющими контактами. Это для вашей безопасности. Желательно, конечно, использовать с заземляющими контактами. Это как бы не обязательно, но лучше использовать
у кого есть, лучше используйте розетки с заземлением. Так, что идет у нас в комплект? Это в комплект у нас вот провод сетевой. Также у нас идет несколько рисунков для перевода на деревянную заготовку, да. Вот, для перевода есть копировальная бумага в комплекте. Вот. Также у нас для перевода есть карандаш. Также у нас в комплекте есть точилка для этого карандаша, если вдруг что-то сломается. Так, здесь же у нас есть комплект 10 перьев для пирографа. Они все разные. Эти перья меняются. Вот, для замены идут у нас отвертка специально в комплекте. Вот эти колодки откручиваются, винтики на этой колодке, на латунной, и вытаскивается нехромовая петля. Вот. Также здесь у нас в комплекте предохранители сменные, еще 3 штуки, да, клеммные колодки латунные в комплекте также есть. Вот. И наждачная бумага, небольшой кусочек для зачистки этих нехромовых перьев от сажи. Вот. И нехромовая спираль. Спираль нехромовая, она в спирали, то есть вытягиваете проволоку сколько нужно. Вот. Толщина проволоки 0,5 мм. Она идет для резака. Вот. Для пирографа проволока от 0,8. Можно покупать 0,8, 0,9 мм, вот, и толще. То есть тоньше нежелательно, потому что она при нагреве будет гнуться, проволока эта. Вот. Это проволока 0,8, нехромовая. На отрезок проволоки 4 сантиметра. Вот. И гнуть можно из этих 4 сантиметров любые фигуры, то есть какие вам нужно будет для работы. Также у нас здесь визиточка наша в комплекте. Вот. И деревянная заготовка для пробы. Эта деревянная заготовка, она небольшая и нужна для того, чтобы попробовать, как раскалился нехромовое перо. Вот, попробовать, как она рисует то или иное перо, да, какое раскаленное, при какой раскалке, при очень сильном раскалении пера, вот, и слабом накале, как рисует, пишет данное перо. Вот попробовать, да, вот, или как режет резак при сильной накаленном нехромовой проволоке накаленной, либо слабый. Все это для пробы. Обычная небольшой кусочек для пробы. Вот, а не для того, чтобы на ней что-то рисовать, писать. Также у нас здесь в комплекте есть лупа. Это для того, чтобы можно было выжигать при помощи солнца. Это самый дешевый выжигатель, самый простой, что можно найти, да, у нас. Вот это выжигание бесконтактное при помощи энергии солнца. Вот это у нас в комплекте тоже подарок идет. Так, и еще в подарок небольшой такой вот сладкий сюрприз. Вот. При работе можно будет и попробовать его. Так, что у нас здесь по характеристикам? Размер аппарата 12 на 13 и в длину 21 сантиметр. Вот. Так, вольтаж, то есть потребление у него, у этого аппарата, примерно 3 ампера. Вот. Выход на резак. Выход на резак 22 вольта, 6 ампер. Выход на пирограф это 1 вольт и где-то около 12 ампер выход. Вот так вот. Сеть 220-50 Гц, как обычно, в нашу сеть. Так, сейчас мы его включим и проверим, как он включается, как работает. Подключим сюда нехромовую проволоку. Вот, и будем включать, будем смотреть, как они раскаляются. Хочу немного рассказать о своем заказчике Александре. Он с города Кунгур, это Пермский край. Вот, он занимается изготовлением ножей, да, у него своя кузница. Вот, он делает на заказ якутские ножи и ножи манси. Вот, то есть у него вы можете заказать любые эксклюзивные, да, кованые ножи. Вот, все так, что он делает ножи, можно посмотреть на его канале. Вот, и ВКонтакте у него есть группа. Вот, можете перейти по ссылкам. Все ссылки будут внизу в описании под видео. Вот, фоточки ножей тут же я в видео прикреплю, какие он делает. Вот, он мне заказал этот выжигатель, который я для него сейчас делаю.
Вот, переходите, смотрите, заказывайте. Очень интересные эксклюзивные ножи. Можно их кому-то заказать в подарок, можно заказать себе. Вот, очень красивые ножи. Я смотрел, заходил в его группу ВКонтакте, вот, и на канале у него смотрел эти ножи. Очень замечательные делает ручной работы, да, ковка. Вот, и все это делает в подарочных, как очень красивые ножны делает. Вот, также замечательные просто наборы для розжига огня, да. Вот, все это дело очень красиво делает, умело. Вот, заходите, смотрите, заказывайте. Так, подценили мы к нашему выжигателю, да, к резаку, проволоку нехромовую. Толщина проволоки 0,5, как я уже говорил. Вот, отрезок проволоки где-то 65 сантиметров. Вот, и сейчас включаем, проверяем сначала, выключены на наших рукоятках на 0 стоят включатели. Здесь тоже среднее положение на нуле, на передней панели включателя. Вот, и включаем, сеть уже мы розетку включили, включаем наш тумблер 220 вольт. Вот, заработал наш кулер, можно слышать, и включился наш электронный термометр. Показывает 26,6 градусов. Вот. Для того, чтобы включить наш пирограф, переводим клавишу на первое положение пирограф и нажимаем на клавишу на самой рукоятке. Вот, включился наш пирограф. Раскаляется где-то секунд за 6 до красна. Вот, раскалился, мы видим. То есть можно отрегулировать и убавлять накал. Вот мы видим, накал гаснет. Вот, регулируется накал таким образом. Видим то, что он с красного превращается в темный и плавно регулируется накал. Вот. Это вот совсем красный. Даже до бела разогревается. Так, поработали. Нажимаем на клавишу. Все, отключилось и остывает наше перо. Так, для того, чтобы включить и наш резак, мы переводим клавишу на положение резак, второе положение вниз. Вот, нажимаем на нашу рукоятку, и наша проволока раскаляется. Вот мы видим, как проволока раскаляется. Вот, то есть, видимо, она раскалилась до красна. Вот. Здесь свет горит, включен, поэтому от сильного освещения и незаметно, что она сильно красная. Ну вот, на фоне моей руки видно, что она красная. Вот таким вот образом она работает. Для того, чтобы ее убавить, также можно будет регулятором крутить и убавлять. Сейчас мы выключим освещение. Вот видно при таком освещении то, что она красная, да? Так, вот крутим наш регулятор и видим, трансформатор меньше начинает гудеть и проволока темнеет. Вот, то есть видно, то есть она красная. Вот. При такой вот красной проволоке нехромовой рез получается очень сильно жгется, черный, и поэтому ее еще рекомендуют немного убавлять. Вот. Рез будет происходить не так быстро, медленней, но он не так сильно будет жечь дерево. Вот. Поэтому рекомендуется немного подубавить. Но это будете уже смотреть по ходу работы, как у вас будет идти рез. Вот, и будете смотреть, убавить либо прибавить, как получился рез, черный или не совсем черный, коричневый. Вот, и уже будете сами регулировать при работе. Вот, то есть поработали и клавишу нажали на рукоятке, и все
трансформатор выключился и проволока погасла. Но эту проволоку тоже желательно до нее не дотрагиваться сразу, там, пускай секунд 10 она остынет, потому что проволока тоже раскаляется, ей нужно время немножко, там, секунд 10 остыть, вот, потому что она еще будет горячая. Вот, в принципе, все. Да, и следите, чтобы во время работы вот, случайно не задеть проволоку, свой шнур, да, который питает наши рукоятки. Вот, следите, чтобы не прожечь изоляцию повнимательней. Да, и работать лучше где-то в проветриваемом помещении, либо на улице, вот, либо в гараже с открытыми дверями, воротами, для того, чтобы не задохнуться угореть от угарного дыма, угарного газа, потому что очень большое количество дыма выделяется при резке. Вот, при выжигании пирографом дым выделяется, да, то есть посидите полчасика, повыжигаете, у вас будет болеть голова в непроветриваемом помещении, вот, потому что запах все равно идет. А от резака дыма в десятки раз больше, там дым валит прям конкретно. Вот, поэтому выжигайте в проветриваемом где-то помещении. Вот, температуру мы видим 34,2 стало. Вот вентилятор постоянно охлаждает трансформатор, вот, и тем самым он постепенно будет остывать. Так, все, переводим положение 0, клавишу, выключаем наш аппарат. В принципе, все. Вот, аппарат, так скажем, безопасный, им могут работать и дети, вот, ну, под присмотром взрослых, дабы не устроили пожар какой-то и не пожгли что-то. Так, ну, в принципе, все. Я его проверил. Вот, Александр, сейчас я его пакую и отправляю вам в город Кунгур, Пермский край. Транспортная компания СДЭК, как и договаривались. Вот, все. Вот, все, что я хотел рассказать об этом аппарате, о нашем выжигателе. Кто хочет заказать такой же или какой-то другой выжигатель, какие мы выпускаем, да, производим на заказ, можете зайти посмотреть на нашем видео на нашем канале, вот, или в нашей группе. Все ссылочки будут внизу в описании под видео на нашу группу. Переходите, смотрите. Вот, и видео также на нашем канале есть. Вот, подписывайтесь на наш канал обязательно. Вот. Оставляйте какие-то комментарии под видео, нравится вам этот аппарат или нет, что бы вы добавили к этому аппарату, или, может быть, он вам не нравится, что-то может быть лишнее в нем, аппарат как два в одном. Да, делаем еще на заказ, забыл сказать, это рукоятки, ручки для пирографа на быстросъемах, то есть любое количество, сколько закажете. 2, 3, 4, 5, 6 ручек вот таких вот тоже делаем. Для удобства это тот, кто часто очень много выжигает, профессионально выжигателем, да, пирографом. Вот, очень удобно не менять вот эти перья. Вот, эти перья разные будут стоять на разных ручках. Вот, и только отключил провод, втыкнул другую ручку, и это займет буквально там пару секунд, да. А менять перо, вот, ждать, пока оно остынет, вот, нужно как-то его маленькими пассатижками держать, отвинчивать винтики, да, все это дело менять перо, опять завинчивать, и, то есть это опять же займет несколько минут. Ну, то есть это не очень удобно. Вот. Со сменой ручек быстрой это очень удобно. То есть снял одну, вставил другую, вот, и все это очень удобно. Вот. Так что, если что, заказывайте с дополнительными ручками, тоже делаем. Все эти видеообзоры с дополнительными ручками выжигателей у нас тоже есть на нашем канале. Вот, можете перейти посмотреть. Делаем другие выжигатели. Выжигатель молний, опасный выжигатель, конечно, я его как бы никому не советую. Еще раз повторяюсь, это очень опасный выжигатель. Тот, кто выжигает и приобретает эти выжигатели молнии, они как бы рискуют, так скажем, своей жизнью, и они сами отвечают за то, что выжигают этим аппаратом опасным, как бы выжигателем молний, да, вот, и сами за свою жизнь отвечают, то есть несут ответственность. Если они не
готовы к таким серьезным вольтажам, то есть там 2000 вольт, да, выжигается при помощи 2000 вольт. Вот, если вы считаете, что это слишком опасно, можете как бы и не рассматривать такой вариант. Вот. Некоторые выжигают, и ничего страшного вот, не случается. Главное быть очень предельно внимательным. Так, другие выжигатели у нас пирограф, да, еще я делаю. Это выжигатель духовой. Вот, он новинка тоже, его мало где найдешь. Вот, заказывайте, можем тоже сделать. Так, и также делаем еще выжигать это контактные сварки на заказ. Вот, контактные сварки это машины контактной сварки, клещи контактные, то есть любой мощности, любой вылет, то есть да, обговариваем с клиентом, какой аппарат ему для каких видов работ он нужен. Вот, поэтому делаем на заказ и такие аппараты. Вот, переходите, подписывайтесь. Вот, дымогенераторы делаем на заказ, и различные. К этим дымогенераторам нагнетатели дыма турбинковые. Вот. Турбинки, они 5000 оборотов, то есть отлично надувают воздух и надувают дым в коптильню. Вот. Все ссылочки будут внизу в описании под видео. Также я здесь номер прикреплю для заказов. Да? Вот. Кто хочет, заказывайте, звоните, пишите на WhatsApp. Вот. Обязательно отвечу. Вот. Здесь вот будет в конце видео 2 ссылочки. Это переходите, посмотрите на нашу тоже продукцию вот, по выжигателям. Да? Вот. И здесь с правой стороны будет кнопочка подписаться кругленькая. Так что не забываем, подписываемся, ставим лайки. Все, до новых встреч, пока.